Всем привет! Меня зовут Светлана, и в этом видео я покажу идею декора новогоднего фонарика. Этот фонарик у меня остался от цветочного букета, но я решила использовать его не по назначению, а сделать из него красивый праздничный элемент декора. Изначально его вид был не самый привлекательный, кажется, он покрыт меловой краской, которая немного пачкала руки, поэтому я решила сверху просто все перекрыть акриловой краской, которая к тому же еще и быстро сохнет. Вовнутрь фонарика я вклеила небольшой кусочек пеноплекса, на который в дальнейшем буду крепить весь декор. В работе буду использовать искусственные еловые веточки. Сначала при помощи термоклея закрепляю самые большие, а уже потом добавляю маленькие. Весь декор стараюсь сделать симметричным, поэтому добавляю подобные веточки с двух сторон и, конечно же, в центре. Еще я использовала пластиковые веточки с блестками и немного искусственных ягод, часть из которых покупные, а некоторые мы уже делали с вами в прошлых видео, поэтому оставлю ссылочку на это видео в описании. И чем мне нравятся небольшие работы, что для их создания можно использовать небольшие, так сказать, остатки веточек, которые у нас остались от более крупных работ. Выглядят они достойно, но в большой работе уже теряются. В конце добавляю несколько елочных шаров, некоторые из них просто вклеила в работу, ну а если мне нужно, чтобы шар выходил за центр моей композиции, но длины и объема игрушки мне не хватает, в таком случае я просто вовнутрь вклеиваю проволоку нужной мне длины. Показывала это практически в каждом своем новогоднем видео, поэтому если вам интересно, можете посмотреть. Сверху добавляю бантик из двух видов лент. Делаю его съемным, потому что так и не решила, нужен он там или нет. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Делать объемные банты из одной длинной ленты я не умею, поэтому просто делаю много самых обычных маленьких бантиков и уже потом склеиваю все между собой. Как идею, декор можно было сделать меньшего размера и разместить его сверху фонарика, а вовнутрь поставить свечу на батарейках. Здесь уже кому как больше нравится. Ну и на этом в принципе все, я с вами прощаюсь, но не переключайтесь с моего канала, впереди будет много интересных работ. Ну а если вам нравится смотреть мои видео, то прошу поддержать их лайком и комментарием, так у меня еще больше мотивации делать что-то интересное.